любимый пита. Здесь у меня 300 грамм муки высшего сорта. Добавляю чайную ложку соли, перемешиваю. Добавляю 5 грамм сухих дрожжей. 5 грамм это чайная ложка сухих дрожжей. Перемешиваем. К этому хлебу хорошо подойдут сухие травки. Но если у вас нет, ничего страшного. И без этих травок этот хлеб чудесен. Я добавляю примерно чайную ложку базилика сухого, высушенного. Можно добавить орегано, другую какую-нибудь травку, какая вам нравится, какую вы любите. А можно ничего не добавлять. Здесь у меня 200 миллилитров обычной воды из-под крана. Заливаем сюда. Хлеб пита родом с Ближнего Востока. А на Ближнем Востоке они, конечно же, широко используют оливковое масло. Переносим тесто на стол и на столе продолжаем работать с этим тестом. Минут 5-10. Дополнительно муку на стол не подсыпайте. Если тесто очень липкое и тяжело вам работать, можете смазать поверхность стола небольшим количеством оливкового масла. Растянули, сложили, растянули, сложили. Минут 10 поработаете с этим тестом. Немножечко смажем растительным маслом эту посуду. Перекладываем наше тесто сюда. Посмотрите, какое хорошее тесто получилось. Накрываем наше тесто и ждем, пока оно увеличится в размере в 2 раза. В зависимости от температуры на вашей кухне может занять час, 2, 3. Смотрите за своим тестом. Посмотрите, как тесто прекрасно поднялось. У меня ушло на это около 3 часов. Посмотрите, какое шикарное тесто получилось. Посмотрите. Теперь вот так хорошо разомнем наше тесто. Из этого теста я обычно делаю 6 маленьких пита. Теперь смотрите, нужно взять эти комочки теста и из них сформировать шарики. Видите, какой хороший шарик получился? И откладываем. Накрываем кухонным полотенцем и оставим еще минут на 30, пусть они повторно расстоятся. Прошло около 30 минут, и посмотрите, как наши шарики теперь выглядят. Теперь самое время раскатать их и печь. Кстати, духовка уже должна быть разогрета до 230 градусов. Для этого нам понадобится скалка. Берем наше тесто и вот так вот раскатываем. Обычно пита бывает овальной формы. Постараемся придать этому тесту овальную форму. Толщина должна быть около 5 мм. Я буду выпекать 2 хлебчика за один раз. Выпекаем в разогретой до 230 градусов духовке минут 6-8. Как только вы заметите, что они стали подрумяниваться, значит готово. Пока пита хлеб теплый, заверните в чистое кухонное полотенце. Вот какой чудесный пита хлеб у нас получился. Этот хлеб очень популярен в Лондоне, хотя он родом с Ближнего Востока. Здесь он продается в любом магазине, но, конечно же, домашний хлеб всегда вкуснее и лучше, чем магазинный. И тем более он так легко готовится. Теперь Франко покажет вам, что можно сделать с этим хлебом. Внутри есть такой карманчик там, и туда можно укладывать салаты, солями, колбасу, ветчину, все что угодно, и кушать таким образом. Обязательно приготовьте и попробуйте. Приятного вам аппетита!
Enjoy your pita bread con prosciutto crudo, mozzarella e pomodorini secchi con lattuga. Buon appetito! Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.